В этом выпуске мы расскажем про лампы и как они устроены. Но для этого мне надо подготовиться. Сейчас дисплеи повсюду. Но раньше дисплеи были вот такими. И состояли они из ламп. Эти лампы не производятся больше 25 лет. Но мы их решили ставить в наши часы, потому что они безумно красивые. Посмотрите сами. Такого типа лампы использовались на протяжении 40 лет и выпускались во многих странах мира. А сегодня я расскажу про те, которые используем мы. Здесь лежат те лампы, которые мы используем или планируем использовать в ближайшее время. ИН 14, ИН 8, ИН 8 2, ИН 12. Вот эти красненькие немецкие Z570M и Z573M. ИН 16, который мы тоже в ближайшем времени будем использовать. Такие малютки Z5900. И, конечно же, самые большие ИН 18. А вот эта лампа очень редкая, 70-го года из ранних выпусков. Сейчас мы ее изучим. Вот эта лампа, кстати, довольно редкой надписи, сделана в СССР. Обычно на них просто рисунок вот такой СССР. Бабах. И берем щипчики. Сначала откусим ножки. Ножки. Сверху снимем геттер. Это специальная газопоглотительная таблетка, которая, в общем, продляет срок службы лампы, если вкратце говорить. Снимаем слюдяные изоляторы. И сейчас мы доберемся до цифр. Это, кстати, называется анодная сетка. Ну и вот они, наши родимые циферки. Лежат слоями, одна под другой. Прям рассыпались перед нами. Первая у нас была цифра 6. Она улетела. Потом цифра 5. Кстати, если говорить о принципе работы этой лампы, он заключается в том, что внутри лампы закачан газ неон, цифра 7. И когда нужно, чтобы определенная цифра загорелась, на один из выводов лампы подается высокое напряжение, и газ неон вокруг нужной цифры начинает гореть. То есть это не как нить накаливания, а здесь происходит именно тлеющий разряд. Если посмотрите внимательно на цифры,
Они не ниточки, они вырезаны из металлической пластины, точнее вырублены. Цифра 2. Предпоследняя идет цифра 0. И самая последняя в самом низу, такая жирненькая цифра 1. И вот между цифрами такие вот кружочки, это керамические изоляторы. И сетка, вот она. Спереди она, собственно, и есть сетка, а сзади закрыта сплошным листом. Вот, собственно, все устройство N14 лампы. Даже зазубрин не осталось. Немножко только. Представляешь? Жень. Я думал, сразу капец настанет. Да, вот мы разобрали ту лампу, видели, какая последовательность. Почему именно такая последовательность цифр? Мое мнение, что их делали, размещали с точки зрения видимости. Лучше всех видно цифру 1, поэтому она идет в самой глубине, самая первая. И дальше располагались цифры по видимости. Если у вас другое мнение, напишите это в комментариях, будет очень интересно. Теперь я хочу рассказать про N12 лампы, но прежде чем их распаковывать, обращу внимание на маркировку. Посмотрите, вот кружочек с точечкой у 12 ламп, такой же у 16, такой же был у 14 лампы. У N8 другой значок, кружочек, и в нем буква М. Это все заводы-изготовителя. У N12, N16, N14 это завод «Газотрон» из города Ровно. Сейчас это на Украине находится. У N8 вторых этот значок завода «Мелс». Он находится на Электрозаводской, так называемый электрозавод. Здание существует до сих пор, но лампы, само собой, он не производит уже. Вот эта лампа красненькая, немецкая, производство ГДР. Также аналогичные красные лампы делал завод Тесла, чешский, ну точнее чехословацкий на тот момент. В общем, переходим к 12 лампам. Ой, будет комбо. Да-да. Так. Вот N12, они самые высокие. У них самое большое расстояние между цифрами. Кстати, это же их недостаток. За счет этого уменьшается обзорность. Угол обзора, то есть они меньше видны под разными углами. Давайте ее распакуем. Снимаем сеточку. Она у них попроще, просто сеточка. Но у нее больше точек крепления. Вот. Она сетка. И под ней цифры. Первое, кстати, расположение здесь другое. Насколько я помню, там цифра 6 шла первой. Тут идет первая цифра 3. Цифра 3. Дальше цифра. Получается цепить. Цифра 8. В общем. Надо подкусить вывод. Вот так вот. Они не позволят нам вынуть их. В общем, цифра 8. Она куда-то улетела, ну ладно. Цифра 9.
цифра 4, 0, 5. 5, кстати, это перевернутая двойка, так же как и в 14. Цифра 7. Собственно. А нет, то было 2, вот это вот 5. Вот это 5, 6 и 1. Ну, кстати, может, 1 также в самом конце, но остальные цифры идут в другом порядке. Может быть, моя догадка была верной. В общем, напишите, как вы думаете, почему именно такое расположение цифр. Геттер у них, кстати, на боку. В общем, переходим к N8 лампам. N8 на жестких ножках, а модификация N8-2 она на гибких ножках для впайки в плату. Мы в основном используем N8-2, они более распространены и они более надежны. Отличие N8 от предыдущих, что мы смотрели, в них нету газопоглотительной таблетки. Это отчасти их минус. Давайте посмотрим, что внутри. И какой порядок цифр у этих ламп. Опа! Можно прям так, оказывается. В общем, смотрим. 6, 5, 7, 4, 8, 3, 9, 2, 0, 1. Ну, насколько я помню, 1 и 0 точно были в конце N14. Сейчас по памяти не скажу, насколько остальное совпадает по порядку. В общем, вот такой панк у нас получился. Пиу, 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 пиу. О! Так, пожалуйста, главное блюдо мне сюда. Ну-ка, ну-ка, давай. Класс. Вот это я давно хотел попробовать. Ну-ка. Так, сейчас мы ее разберем. Красавица, да? Самая большая советская индикаторная лампа такого типа. Давайте ее аккуратненько разберем и разложим, что же у нее внутри лежит. Разбираем ее. Так, ледяной изолятор. Раз. Надо укусить крепеж. Раз. Красота. Ножки, кстати, N18 лампа жесткие, специально, чтобы вставать в разъемы. Так, готово. Снимаем изолятор. Нет, не так просто. Вот. Так. Так, изолятор снято. Теперь надо аккуратно снять сетку. С какой стороны это лучше сделать? Пробуем тут. Видно как раз точки спайки. Давайте мы их аккуратненько
прицепим. Китайский бокорез. Во! Цифры разлетелись. Сейчас мы их разложим. Цифра 7, 3, цифра 5, 6 или 9, наверное 6, 8, так вот 8, 5, 0, 6 и 1. Короче, использовали все. В общем, вот лампы, которые мы сегодня били, которые мы изучили. IN14, немецкий Z570M, завода Mels IN8 и IN8-2, IN16, IN12, ну еще были IN18, но они были в единственном экземпляре, поэтому тут их нету. Обращаем ваше внимание, что в этом выпуске мы били только нерабочие лампы. Мы призываем вас беречь старую технику, особенно рабочую. И если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на нас, нажмите на колокольчик, чтобы не упустить следующий наш выпуск. Всем пока-пока! Как же мне остановиться? У меня еще коробка есть.